Предупреждение. Все увиденное и услышанное здесь является творческой, философско-художественной самореализацией и несет в себе развлекательный характер. Краткое содержание первой серии. Тайный агент Петя, засекреченный под подмосковного деревенского жителя Петю, получает долгожданное задание. Он должен, притворяясь туристом, следить за белым кроликом, сбежавшим из «Матрицы», который был замечен в районе Бабиньи на улице Летуаль, прыгающего по бульвару Ленина со стороны проспекта Юрия Гагарина в Париже. Перед самым отлетом по закрытому каналу связи Петя узнает, что кролик, всех перехитрив, уже ловко скрывается на самом видном месте в городе Стамбул на площади Таксим. Петя срочно отправляется туда, где, найдя признаки его пребывания, идет по следу, несколько раз преодолевая Босфорский пролив, и чуть-чуть было не схватив его в стамбульском зоопарке, немного не успевает выполнить задание. После многих неудач все же находит его в местечке Нишантепе на окраине Стамбула. Петя хочет войти в доверие к зверю, но тот, будучи хитрым, разоблачает его коварные намерения и, не подав вида, ночью подло сбегает в Грузию. Петя по горячим следам продолжает преследование. Едем в Джорджию на автобусе и на пароме. Моими попутчиками в автобусе оказалась африканская семья и азербайджанец, который сидел рядом. Мы с ним немного разговорились. Он работал в Турции дизелистом на кораблях и сейчас ехал к сестре погостить недельку до следующего рейса. Я и раньше встречал грузин в жизни. Знаю ихние повадки не понаслышке. Они любопытные и участливые. В автобусе также сразу стали проявлять интерес ко мне. Начали выспрашивать про меня у этого азербайджанца, когда останавливались в кафе, туалет или покурить. Уже на третьей остановке они окружили меня с уточняющими вопросами. Куда в Грузию я хочу поехать, где буду жить. Откуда мне это знать, куда я еду? Вот приеду, буду разбираться. Между делом ляпнул, что мне предлагали работу в Турции за 6 тысяч лир, порядка $300. 6 тысяч лир мало совсем. У тарелы настройки, и то будешь 10 тысяч получать. Как минимум больше.
Ему штукатуры, маляры нужны. Я ему сейчас сам позвоню. Уже не обращая внимания на меня, они стали спорить между собой, выясняя, кто из них меня себе возьмет и будет главным устроителем нашей Черепахиной судьбы в этой стране. Написали на бумажке адреса некого Бадря из Батума и какой-то тетушки рядом с Тбилиси, у которой я смогу остановиться, и, конечно же, контакты того самого Торелла. Постепенно успокоились, считая свою миссию по помощи мне выполненной. Беспокоился и я, особенно не мучаясь больше вопросом, что да как там, куда податься по приезду. Как я заметил, единственная проблема путника – это прохождение границы. А не другой язык, религия той страны или их культура, менталитет, как это принято считать. Контроль все проходили быстро. Получив штамп в паспорт, продолжали дорогу. А вот мой паспорт очень огорчил милую девушку, контролера. Так что она сразу же перестала улыбаться. Она стала звонить куда-то, после чего меня пригласили для расспросов. По всему было видно, что пускать меня не хотят. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не вмешался Черепахин, сказав скрипучим, противным голосом: «Ну и пусть не пустят. Поедем на Арарат. Скажем, что грузины нас не взяли». После чего таможенники как-то преобразились, стали приветливыми, поставили заветный штамп и проводили нас на автобус. Начинался новый этап. Что ждало впереди, было неизвестным и манило своей загадочностью. Мне не терпелось поскорее узнать, что же со мной произойдет в этой незнакомой стране. И я размышлял об этом, поглядывая на закат солнца, прощаясь с этим чудным днем в своей жизни. А вот собаки здесь хорошие. Лают больше, веселые какие-то. Не то, что в Стамбуле. Они как призраки угрюмо бродят по улицам, не обращая внимания на прохожих. А здесь играют и бесятся, обязательно облают забродившего прохожего, показав ему свое присутствие. Мне, как стороннику стоицизма и, главным образом, философии киников, особенно приятно видеть здесь таких счастливых псов с живыми глазами и высунутыми языками. Плюс вольная деревенская жизнь не сравнится с пребыванием животного в городе. Даже пускай такого, как Стамбул, на многих улицах которого спокойно пасутся козы, гуляют куры. Животные, попавшие в агрессивную среду, сразу же становятся нервными, раздражительными.
Чтобы они не проявляли агрессию, их колют каким-то шмурдяком, видимо, парализующим волю, делая их квелыми и безразличными к окружающему. Так и доживают бедолаги, как отмороженные, слоняясь с биркой в ухе, забыв о своем космическом предназначении. Сразу же хочу сказать по поводу негодований, что его укусят эти вольные создания. По этому поводу мне вспомнилась одна древняя суфийская притча о том, что если тебя укусила змея, значит, ты недостаточно хороший человек. И прими это с благодарностью. Все эти муки или даже остановку своей жизни от этого укуса. Тем более, если тебя укусила белая собака. Это тем более вдвойне благостно. Наоборот, прокусив за правую ногу, она предупреждает тебя о твоем неверно выбранном пути. И если у тебя возникают еще сомнения, подставь ей левую. Пусть погрызет, чтобы убедиться наверняка. А если ты двигаешься правильно, в соответствии со своей миссией на Земле, с тобой не случится ничего страшного. И ты обязательно придешь куда надо. Черепахин на меня обижается за то, что я ему не показал черепаху в зоопарке. Смотри, черепахин, какая долина. Грузия, что скажешь, во всей красе. Все у них так по-простому. Речушка. Вон апельсинчики у них растут прям в саду. Ох, блин. Пальмы. Да. О, с пальмами дом. Коз. О, коза береза. О, овцы. Мне, кстати, предлагали работать пастухом в Турции. А что, без знания языка нормально. Без регистрации. Пожалуйста. Работай сколько хочешь. Волков много, говорит. Отдают палку, правда, отбиваться. Рыбы. Рыба, апельсины, ведра. Все, блин, есть. В Грузии все есть. Грузиночки. Все дела. Все есть. О, менты. Да, опять. Менты тут, да, шаркают. Хорошо.
есть. Во. Остановка. Автобусная. Магазин, кафе. Нет, нормально. Тут цивилизация. Дождь и туман скрывали красивейшие горы с открытыми порталами Шамбалы, от которых я ощущал сильнейший зов. А что будет, когда выйдет солнце? Это было самое страшное искушение, которое устроили для меня боги. И мне стало понятно, что из автобуса не уходить ни в коем случае нельзя. Иначе я не смогу уже контролировать себя. И не выдержав, бегу туда, так далеко в лес, к вершинам за туманами, куда даже дикие звери не осмеливаются заходить. А там меня уже невозможно будет поймать. Как бы ни было противно оставаться в этой матрице на тот момент, тем более когда до полного освобождения от нее оставался последний шаг, на ближайшей же остановке я сказал водителю, что хочу возвратиться обратно. Многие скажут, что я спасовал в самый ответственный момент, что я трус, недостойный принимать такие щедрые подарки судьбы. И во многом, конечно же, будут правы. Но у меня есть логическое объяснение своему решению. На тот момент я был готов осуществить этот переход не только в материальной реальности, телесно оказаться в лесу. Я также был готов духовно, так как чакры мои ощущали приближающийся тонкий мир, начинали резонировать с ним и сильно оттопыривались, предвкушая катарсис. Но меня, как всегда, подвела голова. Я как ни старался, так и не смог достигнуть необходимой пустоты в своем сознании. А без освобождения разума нельзя перейти на новый уровень осознанности, не говоря уже об иных измерениях. И чтобы не терять время, пришлось просить великого Брахму дать мне новый урок. Окей, моргнула Вселенная, и тут же перезагрузила меня в другую реальность, выдав новый сценарий, отправив в обратную дорогу. На одном из перекрестков Стамбула я заметил мокрого бездомного котика, сидящего у края дороги. А вечером, возвращаясь назад, обнаружил, что его уже приютили продавцы из магазина «Бим», построив ему домик из коробки. Простейшие, казалось бы, вещи, которые так дорого стоят. Люди, они хорошие по своей сути. Помогают, если кому-то плохо. Стараются делать хорошо свою работу. Иногда даже способны любить. И всегда хотят счастья. Только не понимая, что это такое, портят себя различными глупостями, делая совсем не то, что нужно для получения этого дара. Начиная с религиозных войн против всех неверующих ублюдочных народов из других стран, завоевания иных территорий, продолжая революциями, строительством светлых будущих, и заканчивая банальным квартирным вопросом, занимаются постоянным заработком денег и получением бесконечных развлечений и удовольствий, наивно полагая, что это и сделает их счастливыми. Нормально им почему-то не живется. Им требуется заниматься не собой, а зачем-то лезть к другим, рассказывая, как те неправы и какие они плохие.
А такие вещи, как аскетизм или пара недель голодания, вообще кажутся им чем-то страшным и невозможным. Согласно буддийской мудрости, многие души тысячелетиями ожидают в очередную возможность воплотиться человеком. И, получив этот дар, спешат исправить свои ошибки. Так называемые грехи, не дающие прекратить череду своих перерождений, застрявших в этом колесе сплетенных человеческих судеб. Мне в этом плане повезло намного больше. Я чист и свободен в этом мире. У меня ничего нет. И только благодаря этому мне удалось импринтировать себе это свойство. Сел в самолет. Вы же здесь, в Грузии или в Турции. Я даже собираюсь совершить квантовый скачок в иные измерения, о чем я вам подробно расскажу в следующей серии. А захочет, к примеру, какая-то москвичка зайти в Царство Божие или на знаменитую гору Кутаис в Грузии. Это знаменитая гора Кутаис, известная во всей Грузии. Не говоря уже о путешествиях в иные миры, у нее ничего не получится, как бы она ни выкручивалась. Груз вредных мыслей, имеющаяся собственность, не выпустит ее из этого плена. Одержимость фобиями не позволяет ей жить легко и счастливо, хотя имеет все для этого и даже намного больше возможностей прожить свой жизненный миг красиво и полезно. Так и остается она погибать в этом искусственном человейнике, сложными целями и жизненными ценностями. Счастье происходит сейчас, только мы его не видим, потому что находимся уже в нем, и нам нужно только лишь осознать его. И осознать ровно настолько, насколько мы захотим быть счастливыми. Сам очень долго мучился, не понимая этого. Теперь вот еду, куда глаза глядят, и внезапно, вспомнив о нем, начинаю хохотать, пугая окружающих. Всем поехавшим хочу дать несколько советов из собственного опыта. Чтобы дорога была легче, нужно правильно упаковать чемодан, взяв самое необходимое. В первую очередь нужно взять с собой свое счастье. Обязательно не забудьте положить туда доброе отношение к миру. Ну и во многих местах может пригодиться немного наивности. Конечно же, не забудьте про собственный внутренний мир, если таковой, конечно, имеется. Без лишних вещей вам нечего будет потерять. Вы только еще более обогатитесь в дальнейшем, с дуру снова занявшись шопингом. Петя с приветом желает всем доброй дороги в пути и скорейшего достижения Дао. Злые январские комары очень обрадовались моему возвращению и набросились целоваться. Но об этом уже смотрите во второй части про Турцию.